Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я плела ручку для сумки в технике макраме. Расскажу, почему такая конфигурация ручки вот этой. Расскажу, на что обратить внимание при плетении, особенно когда вяжете, плетете в 2 нитки или в 3 нитки. Из чего можно плести в этой технике? Значит, из пряжи, которая есть под рукой, обычная пряжа, вот обычная, это у меня детская новинка, производство Пехорка, в несколько нитей, в 2 нитки я здесь плела. Значит, эту ручку плела из шнура макраме, это полиэфирный шнур. Можно плести в несколько ниток из пряжи косичка, она тонкая, вот можно в 2 нитки плести. Благо, что сейчас этих ниток, расцветок очень много. А также можно плести из шнура сутаж. У кого что есть под рукой. Где можно использовать данную технику макраме. Ну, вы знаете, плетут абажуры, вазы, кашпо, занавески, да много кое-чего. Вот. Плетут фенечки. Это браслет, своего рода браслеты на руку. Вот. Фенечки, да. Они разные бывают, и круглые, и там конфеткой всякие. Вот. Можно использовать как ручку для сумки. Можно использовать как пояс. Кстати, широкие браслеты тоже носят. Вот. Можно использовать как пояс на одежду. Ручку для мочалок можно использовать. Они не вытягиваются по сравнению с тем, что если бы вязать крючком, там вообще вытягивается, не передать словами, как тянутся. Можно связать, сплести ошейник для домашнего животного, допустим, для собаки, смотря какая собака. Либо такой широкий ошейник, либо узкий. Ну и кошке можно. Можно сплести и использовать как спортивную повязку на голову. Очень даже будет интересно. Ну и говорю, узоров очень много. Можно найти подходящий на любой вкус и на любое предназначение. Также расскажу, как крепить ручку такой конфигурации на сумку. Для чего я разделила основную часть. Показывать, как плести, я буду на схеме, которая на бумажном носителе, то есть на листе бумаги. Вот она. Но я вам покажу еще в электронном виде. Там вообще очень интересно. Там нарисованы все направления, все узлы, как они проходят. Вот я немножко вам покажу на электронной схеме. Скорее всего, это уже есть программы, по которой составляют узоры. Вот, и там вы все увидите. Перед вами электронная схема, по которой я вам буду рассказывать, как плести ручку. Значит, здесь 4 цвета, как вы видите, и 20 ниток.
по 5 каждого цвета. Значит, обращаю ваше внимание вот на эти стрелки. Видите, направление в левую сторону и есть направление в правую сторону. Вот, давайте нажмем на эту стрелку, которая указывает в левую сторону. Мы видим, что узлы находятся с левой стороны от основной нити, на которой они плетутся. Поэтому указывается влево стрелка. Стрелка по направлению в правую сторону. Нажимаем на нее. Узлы находятся с правой стороны от основной нити. И узлы проходят сверху. Видите? Так, что еще здесь можно посмотреть? Если нажать вот на цвет нити, то можно увидеть, как проходит нить. Ну, я этим не пользуюсь. Значит, здесь отмечены порядковые номера рядов с левой стороны и с правой. Линейку подкладываете и плетете. И начинается плетение с левой стороны. Вот здесь. Первая точка, вторая и так далее. А вот эта часть, где нет обозначения, указывает на то, что нить не задействована. То есть первую нитку надо отложить в сторону. А с этой стороны тоже значка нету. Видите, вот он, уголок. Это указывает на то, что одна нитка будет оставаться свободной. Тоже не задействована. Тоже она будет в стороне. От этих двух значков по направлению вправо и влево, вот главное выучить, как они плетутся. От них есть еще производные. Значит, вот эта схема, это по которой я буду плести две ручки. С одной стороны от основной и две ручки. С другой стороны тоже от той же основной. Теперь на этой схеме посмотрим производные от основных значков. Вот как я говорила, основной значок наклон в правую сторону и основной значок наклон в левую сторону. А вот от них есть производные. Сломанные такие стрелки. Это говорит о том, что сначала один узел плетется в левую сторону, второй узел плетется в правую сторону. Для чего? Чтобы нить поменяла направление. Вот здесь тоже ломаная стрелка, то есть плетется один узел в правую сторону, следующий узел, второй, плетется в левую сторону. И за счет этого нить изгибается. Для начала я вам хочу показать, как я крепила папку с зажимом. Вот зажим. Зажим мощный. Значит, папку укладываю на край стола и обычными зажимами зажимаю. У меня одинакового размера не было. Взяла один самый большой и поменьше. Возьмите одинаковый, будет лучше. Вот эти части можно либо сюда убрать, чтобы не мешали. Вот так лучше, наверное, будет. Закрепила схему. Ну, вы, может быть, не так закрепите, это уже дело хозяйское. Дальше что? Берем вот такие бобины для намотки мулине. Я брала производство Гамма, здесь 20 штук.
они пластмассовые. Есть бобины пластмассовые, но непрозрачные. Они тоже хорошие, мощные. А вот такие картонные не берите. По крайней мере, не покупайте. Это одноразовые, можно сказать. Лучше сделать самим. Вот я делала сама для намотки. Тоже здесь сделала прорези. По крайней мере, деньги не платила. Можно взять мощный картон и нарезать. Вот. А это вот фигня. Теперь берем пряжу. У меня шнур макраме. Он не растягивается. Очень хорошая вещь. Значит, концы нужно обязательно оплавлять. Иначе он распустится. Вот с одной стороны. И с другой то же самое. Ну, я уже оплавила. Вот схема. И считаем. Красных 1, 2, 3, 4, 5. Значит, 5 красных. 5 зеленых. 5 сиреневых. И 5 желтых. Вот они идут. А, Б, С, Д. То есть 4 цвета всего, но 5 ниток. Вот я для образца нарезала шнуры длиной 2 метра. Так вот здесь видно. 2 метра. Так, и теперь наматываем. Нитку там или что у вас будет, шнур. Значит, на бобину, как я наматываю. С обратной стороны. Ввожу пряжу, шнур, укладываю и наматываю. Так. Оставляем хвост. Ну, я вам расскажу, для чего хвост большой оставляю. И затем в прорези вставляем. Все, он не размотается. Дальше берем все наши бобины и должны расположить вот в такой последовательности. То есть красный-зеленый, красный-зеленый. Желательно хвосты оставить одной длины. И вот красный-зеленый. Берем. Ну, я, поскольку показываю образец, я длинный не буду особо оставлять. Ну вот, сложила я практически точно. Ну, это ничего страшного нет. И теперь нам нужно оставить какое-то расстояние для ручки. Вот здесь мы поставим, приклеим еще один скотч. И вот на этом расстоянии. Так, нитки желательно тоже разложить по схеме и скотчем закрепить. Ну вот я отмерила по 15 сантиметров. На иголку их нанизала. Вот. Ну и все. Ну, примерно где-то так.
Вот и здесь для надежности можно скотчем закрепить. Значит, здесь у нас 15 сантиметров. Вот отсюда будем начинать плести. Теперь мы эту конструкцию загоняем под зажим. Вот самое сложное было распределить нитки. И вот здесь зажимаем. Вот. Точно так же поступаем с другими цветами. А еще лучше сделать наоборот. Сначала нанизать на иголку с ниткой в последовательности нитки. Вот. Закрепить. Ничего страшного, если они у вас сейчас здесь перекрутятся. Так. И вот эти сантиметры, которые мы оставляем на ручку, оставить. И эти закрепить, чтобы не мешали. Вот. Собрали всю конструкцию. Теперь что делаем? Значит, вот сиреневый у нас начинается. Значит, сиреневую кладем с этой стороны. Тоже загоняем сюда. И прижимаем. Если, ну, в принципе, он держит хорошо, вот этот зажим. Если он держит плохо, берете линейку, вставляете, ну, поуже, конечно, не такую широкую, как у меня, и зажимаете. И тогда зажим будет еще сильнее. Но надо узенькую. Так, ну, вроде бы и все. Вот, самое главное, самое тяжелое мы с вами сделали. Ну и теперь с вами начнем плести. Значит, смотрим. Вот обозначение. Первый ряд.
Вот эти точки переплетения в первом ряду. Значит, мы его будем плести и ставим сюда точку. Смотрим. Красный под зеленым. Красный под зеленым, красный под зеленым. То есть зеленый накладывается на красный. Значит, это обозначение проплетается следующим образом. Вот основная нить, на которую будем плести узлы. Эту нить накладываем зеленую сверху и протягиваем один плоский узел и опять зеленую на красную. Второй плоский узел. Эту нить держим, а эту узлы подтягиваем. Проплели, убрали. Так, одну точку мы закончили. Вторую. Опять зеленая накладывается на красную. И затягиваем узел. Вначале узлы сильно не затягивайте. Следите, чтобы у вас нитки не выскочили из-под скотча. Так, раз. И второй раз. Зеленую сверху. Так. Откладываем. Берем нитки, которые поближе находятся. Опять зеленая на красную. И протягиваем. Один раз. И второй раз. Все, мы эти три точки с вами провязали, проплели. Дальше. Красная на зеленую, красная на зеленую. Причем направление в правую сторону. Красную укладываем на зеленую. И затягиваем. И опять красную на зеленую. Затянули. Это мы с вами прошли одну точку. И следующую берем. Красную укладываем на зеленую. Затянули. И еще раз. Красную на зеленую. Так. Провязали. Теперь у нас идет желтая с наклоном влево на сиреневой. Желтая на сиреневой, желтая на сиреневой. Три точки. Так, берем желтую и сверху на сиреневую. Один узел. И еще раз желтую на сиреневую. Так, одну точку провязали. Опять желтую на сиреневую. Так, один узел. И еще раз. Так. Так, желтую укладываем на сиреневую.
И еще раз. Желтую на сиреневую. Сиреневую на желтую, сиреневую на желтую. Сиреневую укладываем на желтую. И еще раз. Сюда же. Так. Значит, эти мы точки провязали. И вот последняя. Сиреневую укладываем на желтую. И еще один узел. И вот что дают эти направления, что у нас нитки меняются местами. У нас желтая была в конце, а теперь в конце у нас сиреневая. Лучше всего пряжу так аккуратненько передвигать. А здесь у нас поменялись местами. Была первая красная, а стала первая зеленая. Все, первый ряд мы с вами закончили. Переходим ко второму ряду. Вот такое обозначение, это значит, тут петля не провязана. То есть мы эту бобину зеленую откладываем вообще в сторону, не трогаем ее. А плетем зеленую на красную, зеленую на красную. Так, вот здесь главное не перепутать узлы. От какой что брать. Берем зеленую на красную. Раз. Два. Так, это мы одну точку прошли. И вторую надо. Как я говорила, вот здесь смотрите, какая точка за какой идет. Вот тут в начале сложновато. Так, давайте зеленую на красную опять. Вот эту точку. Так, раз. Два. Есть. Давайте ее отметим. Дальше у нас пойдет красная на зеленую. И опять красная на зеленую. Красную укладываем на зеленую. И еще раз красную на зеленую. То есть два узла мы завязали. Так. Это мы прошли. Следующую красную на зеленую. Красную на зеленую. И на зеленую. Так, есть. Теперь красную на желтую. Вот, как я говорила, здесь смотрите внимательно. Вот первые ряды, где какие цвета. Вот. Значит, вот крайне красная и вот это желтая. Красную
Накладываем сверху. Еще раз. Красную сверху. Отложили. То есть с красными мы закончили. Затем у нас желтая на сиреневую сверху, желтая на сиреневую сверху. Вот, берем желтую на сиреневую сверху. Один узел и второй узел. Так, это мы один раз проплели. И второй раз также. Желтую на сиреневую сверху раз. И на сиреневую два. Так. Теперь сиреневую укладываем на желтую. И сиреневую на желтую. Вот сиреневая. И вот это первая желтая. Сиреневую укладываем на желтую. Завязываем раз. Два. Так. И здесь сиреневую укладываем на желтую. Так, один раз и второй раз. И сиреневая остается. Вот, довязали мы, доплели ряд, то есть мы второй ряд закончили. Ну и теперь будем плести третий ряд. Первые два были сложноватые, потому что узлы еще только начинались. Теперь будет попроще. Смотрим. Зеленая укладывается на зеленую сверху. Причем зеленая, которая шла на ту, которую мы отставили. Вот. Берем вторую зеленую и укладываем на первую. И затягиваем. И еще раз. Так, проплели. Теперь зеленая укладывается на красную. И опять зеленая укладывается на красную. Эти отставляем. Вот. Зеленая и красная. Зеленую на красную. И зеленую на красную. Так. И вторую точку делаем. Зеленую на красную. Один раз. И зеленую на красную второй раз. И отставляем. Теперь красную укладываем на зеленую. В направлении в правую сторону. Вот эту вяжем, плетем. Красную укладываем на зеленую. И еще раз. Так.
красную на желтую, вот эту точку. Вот они рядом. Красную на желтую. Завязываем узел. И еще раз. Так, есть. Дальше у нас желтая накладывается на красную в направлении в левую сторону. Вот рядом желтая. Укладываем на красную. Еще раз. Так. Дальше желтая на сиреневую и желтая на сиреневую. Желтая на сиреневую. Один узел. И второй узел. Так, и вторая точка. Желтую на сиреневую. И желтую на сиреневую. Так. Здесь мы проплели. И остается у нас сиреневая на желтую и сиреневая на сиреневую. Вот сиреневая на желтую. Второй узел завязываем. И вот две сиреневых осталось. Одна у нас была отставленная, а это проплетенная. Вот мы вторую, вот она идет, на ту, которую мы отставили. Вот таким образом. Значит, третий ряд мы тоже с вами проплели. Давайте еще четвертый ряд с вами проплетем вместе. Так, вот так я пододвигаю. Ставлю точку, что я его начинаю вязать. Что у нас здесь? Зеленое отставлено. Значит, смотрим. Вот у нас узел. И вот у нас, видите, перекрутить нельзя. Она уже сама нитка ложится. Вот ее мы и отставляем. А дальше плетем зеленую на зеленую. Вот эту точку плетем. Вот берем вторую и накладываем на первую, на предыдущую. Так, раз. Еще раз. Так, это мы проплели. Теперь зеленая на красную ложится. Вот они рядом. Зеленую укладываем на красную. Один узел. И второй узел. Дальше направление меняется. Красную укладываем на зеленую. Вот видите, красная сзади
по отношению к зеленой. Значит, мы красную укладываем на зеленую. И еще раз красную на зеленую. Есть. Проплели. Красное на желтую. И следующее тоже красное на желтую. Вот они рядом. Красную укладываем на желтую. Один раз. И красную укладываем на желтую второй раз. Так. Две точки прошли. Дальше. Желтая на красную. Вот. Желтая за красной идет. Значит, мы желтую укладываем на красную. Завязываем один и второй. Так. Теперь мы желтую укладываем на сиреневую. Вот сиреневая нитка идет. Берем желтую, укладываем на сиреневую. Так, раз. И еще раз надо провязать, проплести. Два. Затем сиреневая у нас укладывается на желтую. Вот они рядом. Сиреневую на желтую. И еще раз. Так, эту проплели. Теперь сиреневая на сиреневую. И вот они две. Причем мы берем сиреневую дальнюю. Вот она идет. На следующую сиреневую. На сиреневую раз. И еще раз. И одна сиреневая у нас остается. Вот она. Опять передвигаем. И дальше плетем по этой схеме. Она однотипная. Пропуск плетется, пропуск плетется. Я вам показала по самой простой схеме. Сейчас я немножко проплету. Так, вот мы с вами закончили 4-й ряд. Сейчас я еще немножко проплету и покажу вам, как распускать. Это нужно обязательно вам знать, потому что мало ли случится ошибка. И вам нужно будет распустить узлы.